В ничем не примечательный день в полицию Кэрролла поступил странный звонок, который перевернул все в их тихом маленьком городке с ног на голову. В звонке говорилось о необычной ситуации в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир. Поступали сообщения о том, что черная медведица бегала взад и вперед по дороге, очевидно пытаясь благополучно переправить своих 4 детенышей на другую сторону. Хотя для дикого животного не было ничего необычного в том, чтобы пересечь дорогу возле леса, для медведицы и ее детенышей было почти уникально оказаться посреди оживленной дороги. Звонивший, осознавая срочность и важность ситуации, предоставил офицеру необходимую информацию и выразил обеспокоенность за безопасность медведицы и ее детенышей. Офицер немедленно передал информацию солдату Томасу Оуэнсу, который бросился на место происшествия, не зная, что его ждет. Он даже не подозревал, что на его глазах развернется невероятная история. Прибыв на место, Оуэнс вышел из патрульной машины и увидел обеспокоенную семью медведей. Мать ходила туда-сюда и заметно нервничала. Когда полицейский присмотрелся, он заметил, что есть проблема. Когда он наблюдал за семьей, его сердце упало, когда он заметил, что один из детенышей отстает. Его шаги стали медленными и затрудненными, и он явно изо всех сил старался не отставать от своих братьев, сестер и матери. Было очевидно, что детеныш слаб и нуждается в помощи. Понимая, что безопасность медвежьей семьи имеет первостепенное значение, Оуэнс быстро взял ситуацию под контроль. Он перекрыл улицу своей патрульной машиной и не позволил другим машинам приблизиться. Движение начало замедляться, но водители терпеливо ждали, зная, что на их глазах происходит что-то необычное. Слух быстро распространился, и начали собираться зрители, привлеченные необычным видом семейства медведей посреди шоссе. Поскольку медведица все больше беспокоилась о своем хромающем детеныше, ее материнские инстинкты усилились. Она осторожно подтолкнула детеныша, надеясь заставить его продолжать бежать. Но усталость малыша была очевидна. Отчаявшись помочь своему малышу, она предприняла несколько попыток положить его в рот и перенести через улицу. Но каждая попытка провалилась, потому что молодое животное оказалось слишком слабым, чтобы удержаться. Это зрелище тронуло и солдата Оуэнса, и растущую толпу прохожих. Они наблюдали, затаив дыхание, разделяя отчаянные попытки медведицы помочь своему малышу. С каждой минутой решимость медведицы поддержать своего больного детеныша становилась все слабее. После еще нескольких минут попыток и неудач она сделала нечто совершенно неожиданное. Она в последний раз подтолкнула своего детеныша, затем отвернулась от него и неохотно перешла улицу, чтобы присоединиться к 3 оставшимся детенышам. Когда медведица оставила своего борющегося детеныша, в воздухе витало чувство беспокойства. Прохожие переглянулись, не зная, что произойдет дальше. Полицейский, глубоко тронутый поведением медведицы, почувствовал себя обязанным позаботиться о благополучии брошенного медвежонка. Поэтому он сделал то, чего никто не ожидал от обычного человека. Бедный детеныш теперь был одинок, уязвим и нуждался в немедленной помощи. Без колебаний Оуэнс принял смелое решение вмешаться, несмотря на потенциальную опасность, которая ему грозила. Такие полицейские, как он, были обучены бороться с дикой природой, но он также знал, что сильные защитные инстинкты медведиц могут привести к опасной конфронтации. Он знал, что любое внезапное или угрожающее движение может обострить ситуацию и подвергнуть его опасности, особенно если медведица заметит, что он приближается к ее уязвимому малышу.
Поэтому он побежал и схватил детеныша так быстро, как только мог. С медвежонком на руках он, не теряя времени, помчался к своей патрульной машине. Его сердце колотилось от адреналина. Оуэнс подошел к своей машине и осторожно поместил детеныша на пассажирское сиденье. Он убедился, что медведю комфортно, прежде чем тщательно пристегнуть его ремнем безопасности, чтобы обеспечить его безопасность во время поездки. Затем Оуэнс направился в департамент рыболовства и охоты Нью-Гэмпшира. У этого агентства по охране дикой природы был опыт и ресурсы, чтобы обеспечить столь необходимый уход и реабилитацию маленького медвежонка. По прибытии полицейский передал детеныша ожидающей команде сотрудников зоопарка, ветеринаров и биологов. Они оценили состояние малыша и тщательно осмотрели его на предмет повреждений. Команда высоко оценила усилия полицейского, и Оуэнс почувствовал облегчение от того, что он смог внести важный вклад в спасение детеныша. Теперь медвежонок был в безопасности и в надежных руках. Теперь дело для него закрыто. По крайней мере, он так думал. На следующий день полиция узнала об еще одном черном детеныше, которого кто-то заметил на обочине дороги. Без их ведома медведица родила 5 детенышей. Этого раньше оставили позади, потому что он был даже слабее своего брата и не мог идти в ногу с остальными членами семьи. Эта информация сама по себе была удивительной, так как среднее количество детенышей, которых рожает медведица, составляет 2-3. Наличие 5 детенышей одновременно было очень редким явлением, и большее их количество может объяснить слабость последних 2. Новость о еще одном черном медвежонке, нуждающемся в помощи, дошла до полиции, вызвав у офицеров смесь удивления и беспокойства. Оуэнс, воспоминания о вчерашнем спасении все еще были свежи в его памяти, понимал срочность сообщения. Он быстро собрал необходимое снаряжение и направился к тому месту, где в последний раз видели детеныша. Прибыв на место происшествия, он осмотрел окрестности и поискал следы детеныша или остальных представителей медвежьего семейства. Наметанным глазом он заметил небольшое движение в листьях. Осторожно приблизившись, он обнаружил, что детеныш на самом деле был очень слаб и не мог идти в ногу со своей матерью, братьями и сестрами. Решив помочь и этому малышу, он подошел к нему с той же заботой, что и к своему брату. Он увидел, что детеныш измотан, и понял, что ему нужна немедленная помощь, чтобы выжить. Осознав возможные риски, он немедленно связался с органами охраны дикой природы и сообщил им о ситуации. Они быстро прибыли на место и были готовы предоставить семье медведей свой опыт и поддержку. Сотрудничая с органами охраны дикой природы, они помогли создать безопасную и контролируемую среду, позволяющую спасти медвежонка. С точностью и состраданием солдат Оуэнс осторожно поднял слабого детеныша и нежно взял его на руки. Представители дикой природы оставались в режиме ожидания, чтобы подготовиться к любым потенциальным проблемам во время спасения. Команда стабилизировала детеныша, прежде чем доставить его в реабилитационный центр Департамента рыболовства и охоты, где он воссоединится со своим братом и сестрой. По крайней мере, 2 детеныша будут рядом и больше не будут одни. Благодаря самоотверженным усилиям полиции и рыболовной организации Нью-Гэмпшира, детеныши получили заботу и поддержку, необходимые им для того, чтобы стать сильнее и развить важные навыки выживания. 2 слабых медвежонка, которых спасла полиция, получили второй шанс на жизнь. Находясь под опекой спасательной организации, им уделялось особое внимание для обеспечения их благополучия и обеспечить их рост.
Со временем они постепенно восстановили свою силу и жизненную силу. Также снова была замечена медведица со своими 3 детенышами. По мере того, как детеныши росли и становились более независимыми, отдел дикой природы тщательно оценивал, готовы ли они к выпуску. Когда пришло время, было решено выпустить детенышей обратно в естественную среду обитания, чтобы медведи могли наслаждаться жизнью на воле. Солдат Оуэнс поклялся следить за соседним лесом и убедиться, что семья сможет жить в нем. Местные жители провозгласили его героем за его невероятную храбрость. Если эта история тронула вас так же, как и нас, вам стоит посмотреть это видео. Сова умоляла полицейского о помощи. Потом они поняли причину и были шокированы. Нажмите здесь, чтобы получить полную историю.